Для этого вкусного супа я беру 400 граммов филе бедра курицы. Ну, конечно, можно взять любые другие части курицы, например, крылышки, ножки, бедра. В кастрюлю к мясу также помещаю одну довольно крупную луковицу, одну морковь. С пары веточек укропа я отрезала стебли и также кладу сюда. Также кладу 2 черных зернистых перца и 2 душистых перца. 3-литровую кастрюлю заливаю доверху водой. И ставлю закипать. Бульон начал закипать, и мы тщательно удаляем с него пену. Чтобы бульон получился вкуснее, солить его нужно сразу, в начале приготовления. Так курица отдаст все соки бульону. Бульон варим на небольшом огне до готовности куриного мяса. Тем временем подготовим и измельчим овощи. Одну луковицу я нарезаю мелко. Одну морковь натираю на терке. Затем я беру 200 граммов капусты. Капусту нарезаю небольшими кубиками. Курица сварилась, стала мягкой, и я ее вынимаю из кастрюли. Также я удаляю из кастрюли овощи и приправы. Все, что они могли дать, они уже отдали нашему бульону. Отварное мясо при помощи вилок я разделываю на небольшие кусочки. Вот так. Кастрюлю разогреваю на плите. Добавляю пару ложек растительного масла. И первой сюда отправляю морковь. И недолго пассерую, помешивая. Через какую-то минутку морковь обмякла, дала замечательный аромат, я отправляю сюда лук. И опять недолго пассеруем. Лук не нужно обжаривать, не нужно доводить его до какого-то темного цвета. Как только появился характерный приятный аромат, добавляем капусту. И опять недолго пассеруем овощи вместе, помешивая. Посмотрите, какая красота! Жаль, нельзя передать, как аппетитно пахнут эти овощи. Мы эту прекрасную овощную композицию заливаем вкусным куриным бульоном. Мясо также отправляем в кастрюлю. Даем закипеть супу и варим его на небольшом огне еще минуты 4. Затем я беру 3 столовых ложки манной крупы. Добавляю ее постепенно и сразу хорошо размешиваю, чтобы не было комочков. Также добавляю в суп щепотку черного молотого перца, верхушки укропа, нарезаю мелко. Отправляем в кастрюлю измельченный укроп и пропустим через пресс 1 зубчик чеснока. Перемешиваем кипящий суп, накрываем крышкой, выключаем огонь и даем ему минут 5 настояться. Вы удивитесь, насколько вкусным получается этот простой и экономный суп. Кто попробует, обязательно попросят у вас добавки. Готовьте его на здоровье и не забудьте подписаться на канал. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам мира, здоровья и радости. И, конечно, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.